Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, для тех, кто не знает, может быть, видит и слышит нас впервые, мы живем в Ницце и Аликанте. Ну, Ира живет в Ницце, я живу в Аликанте. И здесь сейчас разгар лета. Это значит, сейчас самое настоящее лето и летняя погода. Да. И стоит ужасная жара. Сколько градусов у тебя сегодня? Но, кстати, на этой неделе не так уж и жарко, слава богу. Мы немножко наслаждаемся этой прохладой. Но вот еще, например, 2 недели назад и на следующей неделе будет как минимум 35 градусов, ну, наверное, каждый день. Да, и прохлада — это очень хорошее слово, которое обычно не учат, но часто используют носители. Что значит Да. прохлада, прохладный? Прохладный, то есть у нас разные степени температуры, жарко, нормально. Да. Прохладно и холодно. То есть прохладно — это не совсем холодно, но и не тепло. То есть, что-то такое прям хочется что-то надеть с длинными рукавами и, прогуляться по морю. Да, ой, как все субъективно, как все субъективно. Что для тебя прохлада? Нет, но я думаю, у нас одинаковое понятие прохлады, Мгм. потому что мы с тобой все-таки выросли в одном городе, в одной Да. климатической зоне. Но, наверное, если мы посмотрим, поспрашиваем наших слушателей, то у всех Мгм. разное представление о прохладе. Да. Поэтому, да, все субъективно, но у нас вот так. Что вы нам сделаете? Да, Ничего. относительно нашего климата российского среднего в нашем городе, прохладно — это, наверно, сколько? Ну, для лета прохладно, мне кажется, градусов 20, 19. Да, я помню. Небольшая история из жизни. Я брала уроки немецкого языка, групповые уроки на одной из платформ, и там каждый раз менялся преподаватель и менялись участники группы. Для меня это было вполне интересно, приемлемо, Ага. хорошо. И один раз я занималась летом, и тогда в Москве были такие дни, когда была ужасная жара, то есть там стояло 38 градусов. М. И я как раз была в топе, лицо все красное, мокрое, волосы тоже мокрые. И преподаватель в начале урока спрашивает всех: откуда вы? И я говорю: я из России. И он говорит: но почему у вас так жарко? Там не может быть так жарко. Стереотипы разбились. Да, да, такой стереотип, но на самом деле во многих городах России летом все-таки жарко. Да, Мгм. зимой Да. может быть холодно, но лето у нас тоже есть. Да, оно короткое, но есть. Ну, есть. Но, по крайней мере, в Ульяновске оно еще не наступило. Ульяновск — это наш, с Наташей родной город. Да, хотя, по-моему, на прошлой неделе там было 34 градуса, но М. день или два, и все, и потом опять прохлада, опять Да. прохладная погода. Хорошо. Так, но сегодня в этом выпуске мы хотели поговорить именно о жаре Мгм. и о том, как можно эту жару пережить, о Мгм. том, что нужно делать, чтобы не умереть, да, потому что пережить, по сути, значит не умереть. И это будет актуально для тех, кто находится близко к нам, Да. но также мы знаем, что во многих странах, в принципе, жарко всегда, Да. практически. Тем более с, глобальным потеплением эта тема очень очень даже актуальная. Да, представляешь, нас будут смотреть через 200 лет и говорить: прохлада? Какая прохлада? Нет, просто понятие прохлада, оно поменяется. Через 200 лет будет 35 — это прохлада. Да, кстати, очень может быть. Если вы смотрите нас через 200-300 лет,
Можете не писать комментарии, мы уже не прочитаем. Но оставьте комментарий нашим внукам или правнукам, или Да, праправнукам. они, возможно, получают роялти за наш подкаст. Вот у них жизнь будет, а? Представляешь? Ладно, так, переходим к советам. Что нам советует уважаемый интернет? Как пережить жару? Посмотрим на эти советы, объясним некоторые слова и также скажем, можем ли мы использовать эти советы, да, актуальны ли они для нас, или это какая-то ерунда, да, то есть просто глупость. Итак, что у нас первое? Первое, наверное, самое популярное — это носить головной убор. Нужно объяснить, что это такое. Да. Ну, думаю, вы понимаете, на какую часть тела это нужно надевать. Да, головной убор — это у нас кепки, панамки, что у нас еще есть? Шляпы, да. Ты любишь головные уборы? Да, я сделала очень удачное вложение и купила шляпу за 8 евро 2 года назад. Это та соломенная? Нет, она имеет вид соломенной шляпы, но сделанная из бумаги. Но, тем не менее, она очень хорошо выполняет свою функцию и стоит довольно дешево. И вот уже 2 года, почти каждый день летом я ее не снимаю. Круто! Нет, она очень хорошо выглядит. Каждый раз, когда я вижу твои рилсы в этой шляпке, я думаю, ну какая прелесть! Она подходит под каждый образ. Это просто ее отличительная черта. Да, да. Но, наверное, ты заметила, что мой любимый головной убор — это панамка. Я обожаю панамки, потому что кепка, она слишком тесно. Да. А панамка и глаза немного закрывает, что солнце не светит. И выглядит да, причем как бы тоже шею, она закрывает со всех сторон, поэтому панамка гораздо удобнее, чем кепка. Гораздо практичнее. Да, в общем, мы ставим лайк этому совету. Да. И мы ему следуем. Шляпа и панамка. Наш приоритет. Следующий совет — это тоже, чтобы прикрыть голову от солнца. Это ходить под зонтиком. Что ты думаешь об этом? Тоже расскажу такую историю, которая случилась со мной не так давно. Одна моя студентка подарила мне зонтик. Солнечный? От солнца? Да. Он такой супер винтажный, очень красивый, сделан из ткани белого цвета. Знаешь, осталось только надеть перчатки и вернуться в 19 век. Да, представляю. Я просто так удивилась этому подарку, потому что у нас в России и в Европе не принято носить зонтики. Но, конечно, да, это очень красивый подарок, которым, возможно, я никогда не воспользуюсь. Но под какую-то, например, тематическую вечеринку очень даже хорошо. Да, вдруг будет какая-то чайная церемония в таком стиле, будет очень круто. Да, и я не знаю, почему это не принято. Но в России я могу понять, потому что не так много солнечных дней. Да, и не так жарко, в принципе. Да, но в Европе для меня странно, потому что очень много солнца, и обычно такой зонтик не очень тяжелый. Да. Почему бы его не носить? Не знаю. Но в Азии как раз-таки такие зонтики очень популярны. Когда я жила в Китае, летом все, даже когда просто выглядывало солнце, потому что азиаты в основном не очень любят загорать, и как только выглядывает солнышко, они стараются все-таки спрятаться от него. Да, и здесь, конечно, легко распознать туристов из Азии, потому что они будут с зонтиками. Да. Так, хорошо. Значит, мы ставим этому совету соу-соу. Так себе. Да. Хорошо. Следующий совет — это носить одежду из натуральных тканей. Да, согласна 100%. Летом это хлопок, лен — самый идеальный вариант. Да, часто такой очень-очень качественный лен все-таки стоит дороже, но, по-моему, это хорошее вложение.
да, чтобы Да. твое тело чувствовало себя комфортно даже при высоких температурах. Да, Мгм. согласна. Ну, в Идем принципе, дальше. Ну, понятно. это Да. логично, да. Мгм. Следующий. Следующее. Пить больше жидкостей. Пить больше охладительных напитков. Мгм. Да, охладительные напитки — это холодные напитки. Напитки, которые охлаждают Да. нас. И у нас есть глагол охлаждаться, охладиться. Да, то есть это выпить что-то холодное или постоять под кондиционером, что может быть Не очень часто... хороший совет. Да, но часто люди так делают, когда они идут по Да, улице и говорят: я зайду в магазин, в супермаркет да. охладиться под Мгм. кондиционером. Легко заболеть, да. Да. Хорошо. Что ты думаешь? Ты так делаешь? Следуешь этому совету? Да, конечно, стараюсь пить простую воду, не какие-то газированные напитки, потому что они как раз-таки не очень хорошие друзья в жаркую погоду. Да, еще не очень хороший друг — это алкоголь, Да. как советует нам эта статья. Но как же представить Но лето без апероля на террасе? все сразу понятно, где живет Ира. Ну, как примерно. Потому что я подумала о пиве. Понятно. Нет, Да. все-таки здесь популярный напиток это апероль, тем более для аперитива. Да, у нас здесь, ну, в этой части Испании предпочитают пиво, Мгм. и я ничего не имею против. Но, конечно, даже после пива жара, ну, это очень, очень плохо на самом деле. Или ты сразу Мгм. ложишься спать, да, Да. или лучше не пить пиво. Мгм. Да, как вы поняли, мы не за здоровый образ жизни Да. и Мы не не готовы. занимаемся спортом. Мы предпочитаем сидеть на террасе. Это глупость. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, чтобы видеть, что мы все-таки занимаемся каким-то спортом, а не Да. только сидим на террасе. Мгм. Хорошо. Да, и последнее, нет, предпоследнее. Это Мгм. минимум физической активности, как раз связано со спортом. Но, а почему, например, не заниматься в зале? Под кондиционером, что я и делаю, в принципе. Ну, конечно, я не представляю, ам, выйти на набережную и пробежаться там 10 километров. Это будет просто что-то сумасшедшее. Но, кстати, пару недель назад, когда стояла неимоверная жара, то есть очень такая сильная, интенсивная жара, а, в Ницце был Ironman, то есть это триатлон, 42 километра марафона, сколько там заплыв, сколько-то там километров, и плюс велосипед, 150 километров на велосипеде. И люди это делали вот в эту жару. Это просто какая должна быть выносливость у людей. Или какая должна быть депрессия? Что вас толкает в триатлон? Да, и я сегодня утром как раз ходила на йогу, и Мгм. мы занимаемся на берегу моря, и занятие в 8 часов. И уже в 8 часов, ну, точнее, был выбор, идти в 7 или в 8, но так как я не могу вставать рано, и к 8 это уже был какой-то кошмар, я пошла в 8 часов, и было жарко, но мы занимались... Ну, йога — это не такой интенсивный Да. вид спорта, да. И люди рядом просто бежали вдоль берега под Мгм. солнцем палящим. Они, конечно, выглядели очень красиво, да, потому что это какие-то топы, это мокрое тело, которое подчеркивает рельеф. Но я не завидовала, я подумала, боже мой, я надеюсь, что все с вами будет в порядке, да, потому что это действительно очень опасно. Мгм. Да, и давай посмотрим, что у нас последнее. Это... Ну и самый такой логичный основной совет — не оставаться на солнце в период с 12 до 3, наверное, часов после обеда. Да, когда... Хотя, хотя это, это не очень знакомое правило туристам, которые приезжают на юг и как раз-таки остаются целый день на пляже, иногда даже без солнцезащитного крема.
и их легко, естественно, узнать, когда они вечером выходят красные, как раки. Да, но когда у тебя отпуск всего лишь 10 дней в году, И ты включаешь программу максимум. да, да, но вообще в период активного солнца это очень опасно находиться под солнцем. И, конечно, мы еще раз вам напоминаем, что все-таки нужно думать о здоровье Мгм. своей кожи. Да, Это как минимум неприятно и больно, как максимум да. может вызвать тяжелые последствия. И поэтому лучше все-таки найти тень, да, там, где нет солнца, если вы так хотите наслаждаться вашим отпуском, природой, Мгм. пляжем, да, Не просто это просто делать в какие тени. будут доказательства, что ты приехал на юг, если ты не загоришь? Ну, это чисто наша русская тема, да, Да, что загар — это круто, это вау. да. Да, и мы готовы, хорошая фраза, кстати, просто расплавиться от жары, да, как Мгм. пластмасса плавится при Да, жарких температурах. но загореть во всех местах. Да, ну давай еще объясним некоторые слова, Мгм. которые мы подготовили. Например, душный. Что значит душный или душно? Здесь душно. Здесь душно, то есть здесь не хватает воздуха. В Да, комнате не проветривали, то есть нету нового обновленного воздуха. свежего воздуха Да, чисто. Да. Но еще есть другое значение в сленге, и мы да, это можем оно, сказать про э, человека, что он да, душный. это появилось, мне кажется, относительно недавно. Душный — это как бы объяснить? Наверное, это человек, который не имеет, возможно, чувства юмора, я бы сказала, который слишком серьезно не умеет с легкостью относиться к жизни. Да, неинтересный какой-то, да. Мгм. Очень часто в комментариях можно увидеть таких людей, которые Да. вместо того, чтобы посмеяться над шуткой, говорят: а вот у вас там в комнате, вот там вот рубашка висит после сушки. Почему не убрали, если вы записываете видео? Ну и Да. Или всякое которые такое. просто не понимают шуток из видео. Да, Таких людей очень много. да. Так, хорошо. И часто то, что хотят сказать ученики на уроках, то, Мгм. что сегодня жарко и влажно. Да. Да, это значит много воды в воздухе. Мгм. Скажем, влажная погода, здесь влажно, или высокая влажность. Влажность. Да. Ну, отлично. Так, что? Зададим вопрос недели. Поехали. В вашем городе бывает жарко? Что вы делаете, чтобы пережить жару? Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт к каждому выпуску, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока!